Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у нас вторая мамина рука. Первую руку мы с вами делали уже давным-давно. Это аквариум с часами. Напишите мне, кто смотрел. Если кто-то не смотрел, ссылочку на него прикреплю в описании. Как обычно, последнее время одна рука у моих клиенток довольно сложная, что-то туда много всего понапихано, вторая рука намного попроще. Так вот, сложную руку с аквариумом маме мы сделали в прошлый раз, теперь будем делать что поинтереснее и попроще и побыстрее. Первым делом быстренько выполняем коррекцию. У моей мамы точно так же, как и у меня, очень сильно вниз растущие ногти. Указательные пальцы практически анихогрифозные, то есть они практически по подушечку пальчика загибаются. Поэтому каждую коррекцию нам необходимо ноготочки наши поднимать. Как обычно, снимаем материал, убираем, отодвигаем палочкой кутикулу, убираем фрезой птериги, наносим праймер, базовый гель. В общем, все как обычно, готовим ноготочки к коррекции. Как обычно, в этом месте напоминаю о том, чтобы вы не забыли подписаться на канал, поставили лайк этому ролику, ну и, конечно, напишите мне что-нибудь интересное в комментариях. Далее при помощи материала средней вязкости делаем технику выкладки без опила. Благодаря тому, что этот материал у нас самовыравнивающийся, его можно нанести именно таким образом, чтобы пилить не нужно было от слова совсем. То есть можно выложить точно так же, как вы привыкли, с переворотом ручки, и материал в таком виде зафиксируется. Но, как вы знаете, я не люблю долго выкладывать, я люблю попилить, поэтому быстренько выкладываем как-нибудь, быстренько опиливаем из всего этого как-нибудь форму, которая нам нужна, и у нас получается готовая коррекция. На самом деле вот такая вот коррекция с опилом без долгой выкладки у меня занимает ровно 40 минут. От начала того, как я взяла руки клиентов в свои руки, и заканчивая полностью готовым опилом. Это, конечно же, не считая маникюр, не считая дизайн, а вот чисто момент с коррекцией. Причем коррекция всегда у меня с исправлением каких-то ошибок на руках. То есть с поднятием, с опусканием, с выпрямлением. В общем, все, что необходимо, входит в эти 40 минут. Далее убираем изнутри лишний материал, потому что именно изнутри мы поднимаем ноготочек. Мы заложили материал наверх, изнутри его выпилили, ноготок получился ровный. И теперь переходим к самой любимой моей части, конечно же, к дизайну. Сегодня мы с вами будем покрывать кошачий глаз на наши ноготки. С приходом осени этот гель-лак как никогда набирает популярность. Клиенты отказываются от ярких расцветок, отказываются от каких-то дизайнов, но тем не менее те люди, которым хочется чего-то яркого, они переходят именно на этот вариант покрытия. Поэтому зимой и осенью кошачьи глаза нужно ложить поближе к нашим клиентам, чтобы они их видели, и тогда они у вас пойдут в ход как никогда раньше. Кстати, с этими гель-лаками можно делать не только просто покрытие, но и очень много интересных дизайнов. У меня целая серия дизайнов с кошачьим глазом есть на канале, безумное множество. Посмотрите, как можно над ним издеваться. Мы же сегодня будем делать на кошачьем глазе красивый разрез камня. Итак, для того, чтобы наша кошечка была поярче, мы покрыли под нее черную основу. Теперь покрываем непосредственно кошкины глаза, разравниваем их кисточкой в районе кутикулы боковых валиков и делаем рассеянный блик. Тот блик, который у нас на всем ноготочке находится. Эта кошка у нас еще и хамелеонит немножко. К сожалению, камера этого не передает, но очень красиво смотрится переходящий блик. Теперь подготавливаем для себя
всякие разные оттенки зеленого. У нас будет такой себе малахит, не малахит. В общем, берем всю зеленую, сине-зеленую гамму, которая у нас есть, и капаем ее в большую каплю финиша. То есть, видите, на палитре у меня прозрачная капелька, и в нее я накладываю всякие разные сине-зеленые, бело-зеленые, желто-зеленые, в общем, какие угодно оттенки зеленого. Мне нужно, чтобы был какой-то очень темный оттенок, мне нужно, чтобы был какой-то очень светлый оттенок. Для контраста добавляю еще чисто белого, залезла немножечко в краску кисточкой, поэтому убираю излишки и ввожу их, конечно, опять же в свою капельку. Ну, жалко их просто вытереть о салфетку. Потом я беру тоненькую кисточку, делаю разводики небольшие, не перемешиваю, а именно разводы наделала. И теперь покрываю ноготочек финишем без остаточной липкости, не просушиваю его, и в мокрый финиш на кисточку от омбре делаю разводы. В общем, на самом деле, девочки, рассказывать это все безумно сложно, очень долго и противно. Делается это все буквально 2 секунды. Здесь все в живой скорости, совершенно никак не ускорено, чтобы вы просмотрели каждое движение, каждый вздох. В общем, логика какая? Смотрите, у нас прозрачная основа, которая не заполимеризована, жидкая, которая позволяет вот этим вот разводам по ней немножечко подтечь в нужную нам сторону. Обратите внимание, я держу пальчик вниз и помогаю своим разводикам распределиться. Плюс тот прозрачный гель, который мы нанесли в сами разводы, тоже добавляет легкость и добавляет объемность нашим заломам. Обязательно попробуйте, и вы посмотрите, что это действительно работает, это действительно очень интересно смотрится. Остальные ноготки покрываем, конечно же, каким-нибудь зеленым оттенком. В данном случае у меня вот такой вот темно-зеленый, такой цвет мокрого холодного леса. Конечно же, можно остановиться просто на разводах, но мне захотелось добавить еще какие-то всполохи блестюшек. Поэтому мы взяли и донесли буквально совсем немножечко золотых блесток, перемешанных с финишем. Немножечко мы их донесли. Я знаю, что я люблю всегда очень перегружать дизайны, но на самом деле в этом случае было действительно немножечко. И последним движением, для того, чтобы где-то подчеркнуть движение своих прожилок, я взяла черную красочку, взяла тоненькую кисточку и совсем немножечко направила прожилки туда, куда мне захотелось. Точно так же я внутри на кошачьем глазе сделала линию черного цвета и немножечко его подтушевала. Получилось, как будто мои прожилки находятся выше, чем кошачий глаз, и отбрасывают тень на поверхность кошачьего глаза. То есть этим моментом я немножечко углубила свой дизайн, и обратите внимание, вот я растушевываю, и прям видно, как кошка проваливается в глубину, но при этом продолжает блестеть из-под поверхности. На самом деле такой себе очень быстрый, очень простой прием, очень простой эффект, но тем не менее вживую добавляет безумный объем вашей работе и добавляет интерес. Занимает ровно 2 минуты, а ощущение, такое впечатление, как будто вы 2 года это рисовали. Нам осталось перекрыть наш дизайн финишным покрытием, проследить за тем, чтобы блик был максимально ровненький, и на этом дизайн у нас готов.
Итак, вот такая вот мамина рука, вот такие вот ноготочки у нас получились. Очень интересные разводы, очень глубокий дизайн. Очень интересно все это выглядит, надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк этому ролику. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока! Да-да, для тех, кто досмотрел до конца и увидел затек на мизинчике, говорю сразу, я его тоже увидела, выпилила после того, как отсняла все полностью. Если вам интересно, как же избавляться от затеков, пишите в комментариях, мы снимем по этому поводу ролик.